Всем привет! Сегодня у нас расклад про твой финансовый прорыв этим летом. Посмотрим, кто, чего и где, да, как крутить, чего вертеть и как бы не упустить. И прежде чем начать, сразу говорю еще раз. Вот эту колоду, эта колода, моя новая колода, и она не для продажи. Ну, я ее не буду продавать, я не продаю свои колоды. Вы можете на Бусти взять профессиональный макет и распечатать так, как вам хочется, если вам эта колода нужна. Также там макет Таро Деда, это которая ручками рисовано, красками, карандашами и потом переведено в цифровой формат, чтобы распечатать. Не ИИ. Вот эта колода — это фотошоп, генерация с фотошопом и ручками. Есть еще зеркало безумия, но я ее пока не загрузил, макет, чтобы вы распечатали. Она ИИ. Но я ее пока вам не показываю. Зеркало безумия вы все знаете. Итак, все это на Бусти, в закрепленном комментарии. Я вот думаю, на выходных макет также загружу для спонсоров Ютуба, потому что не все могут на Бусти. Ну, как не все, VPN просто выключаете, доступно со всех стран. Итак, давайте, я думаю, начнем этот расклад. Кстати, колоду продавать можете, как хотите. Меня 150 раз не переспрашивайте, а можно это, а можно это. Можно. Вот эта колода «Нейроведьмы и деда» номер 1. «Нейроведьмы и деда» номер 2 – это та, которая бывшая Таро Деда. И 3 – это «Зеркало безумия». Итак, давайте-ка начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос для сигнификации. Что сейчас с твоими финансами, с твоими деньгами происходит? Ну, у тебя, знаешь, сейчас ты новых идей по заработку полна. Прям вот, как сказать, много-много идей. Но при этом ты от старых проблем с деньгами уходишь. Вот месяц назад ты думала о подработке там в интернете, еще как-то ты изучала, как заработать. Рассматривала там варианты продавать вот это все через интернет. Вот эта энергия у тебя есть, и она реальна. Но одновременно ты вот медленно выбираешься из вот этой финансовой ямы, в которой сидела последние полгода. Ты тихонечко расплачиваешься с долгами, потихоньку откладываешь там на черный день. Не быстро, но стабильно. И каждый месяц твоя ситуация, она чуть лучше становится, чем была раньше. И знаешь, что самое интересное? Ты начал по-другому думать, по-новому. Раньше ты деньги сразу тратила, да, как только они появлялись. Купишь себе чего-то там красивое, да, сходишь там в кафе, платьишко купишь, потратишься на подарки и так далее. А сейчас ты стала более осознанной. Думаешь сначала, нужна ли тебе вот эта покупка, можешь ли ты без нее обойтись. Ты как будто переезжаешь из одной финансовой реальности в другую. Из той, где денег всегда не хватало, в ту, где ты умеешь ими управлять. Процесс идет, но медленно. Как говорится, медленно, но верно. Каждый день ты вот делаешь вот эти маленькие шаги в правильном направлении. Еще у тебя появятся или появились уже новые источники дохода. Небольшие пока, но зато стабильные. Ты подрабатываешь там, где вот ты раньше даже и не думала подрабатывать. И вот эти деньги, они дают тебе уверенность, что ты можешь заработать больше, чем там получаешь на основной работе. Просто ты поняла, что твои навыки, они стоят денег, и люди готовы за них платить. А какие возможности финансовые откроются для тебя? Ну смотри, этим летом к тебе мужчина придет,
который откроет для тебя совершенно новый мир заработка. Это будет не вот эта романтическая история, нет, это деловая. Он старше тебя, он опытней, знает, как говорится, как крутятся большие деньги. И он в тебе увидит потенциал, который ты сама в себе не замечаешь. И знаешь, вот этот человек, он предложит тебе поучаствовать в его каком-то проекте. Не как наемный работник, а как партнер. Он тебя будет учить тебя вот чего ты не знаешь. Расскажет, как там правильно вести переговоры, как риски оценивать, как там принимать финансовые решения. Ты получишь образование, которое стоит дороже любого института. Еще рядом с ним появится женщина. Она строгая, умная, которая, знаешь, умеет вот правду матку резать. И она станет твоим ментором в вопросах денег. Научит тебя там не бояться больших сумм, да, не, как сказать, не зажиматься перед серьезными людьми. И про деньги говорить открыто и честно. И вместе вот эти двое, они покажут тебе, что деньги — это не зло и не добро. Это просто инструмент. И чем лучше ты умеешь с ним обращаться, тем лучше твоя жизнь. Они тебя научат масштабно думать. Не мелочиться, не бояться рисковать, когда вот риск оправдан. К концу лета ты будешь вообще другим человеком по поводу вопросов денег. У тебя мышление изменится. Связи появятся, возможности откроются, о которых ты раньше и не мечтала даже. Ты просто поймешь, что ты можешь зарабатывать в разы больше, чем зарабатываешь сейчас. И самое главное, у тебя будет план, как это сделать. Что мешает сейчас финансовому твоему прорыву? Ну, смотри, главная твоя проблема — это ты слишком быстро загораешься и слишком быстро остываешь. Вот вспомни, как ты хотела чего-то там продавать. Неделю тему изучала, накупила материалов, да, а потом просто забросила. А как ты думала о вот этом фрилансе? Регистрировалась, а потом там решила, что это не твое. У тебя все так начинается. Ты загораешься и практически не начав, перегораешь. Вот этим летом ты и столкнешься с похожей ситуацией. Тебе предложат вот эту возможность классную заработать, да, но она потребует от тебя постоянной работы, не разовых вот этих усилий, а ежедневного труда. И вот тут твоя импульсивность может все испортить. То есть ты можешь разочароваться, что деньги вот мгновенно к тебе не пришли. И можешь бросить дело на полпути. Еще тебе, знаешь, может помешать твой вот этот перфекционизм в сочетании с медлительностью. Ты будешь хотеть сделать все идеально с первого раза. Будешь 100 раз перепроверять каждую мелочь, там, советоваться с кучей людей, изучать каждую деталь. А время будет идти, возможности будут ускользать. Особенно вот это касается все работы с вот этим опытным мужчиной. Он, знаешь, он привык к быстрым решениям, да, к людям, которые на лету схватывают. А ты будешь тормозить, ты будешь сомневаться, перестраховываться, и это может его разочаровать. И, знаешь, вот еще одна опасность, ты можешь испугаться ответственности. Когда тебе предложат серьезные деньги, ты поймешь, что с ними приходит и ответственность серьезная. И ты можешь подумать там, а что, если я не справлюсь, да, а что, если я людей подведу? И вот из-за этих страхов отказаться, отказаться от возможности можешь, которая могла бы твою жизнь изменить. Как тебе максимально использовать возможности и вызовы, препятствия преодолеть? Ну, знаешь, тебе вот нужно научиться брать на себя вот всю ответственность за финансовые результаты. Не перекладывать ее там на обстоятельства, не ждать, что кто-то другой решит твои денежные проблемы. Ты должна стать главной по деньгам в своей жизни. Когда вот этим летом к тебе придут новые возможности, не сиди, не думай месяцами, действуй. Можешь ошибиться? Можешь. Но можешь, и наоборот, не ошибиться. Но ошибки все равно будут, как ты ни крути.
Можешь даже потерять немного денег на обучение. Но это все равно будет дешевле, чем потерянная возможность вот этот финансы свои устроить. А еще тебе нужно, знаешь, окружить себя информацией о деньгах. Там читай, смотри, слушай все, что связано с финансами. То есть обучайся финансовой грамотности. Но не совсем теорию, да, а практику тоже. Там истории людей, которые смогли заработать. Схемы конкретные, которые работают. Цифры реальные, а не красивая лапша на уши. И знаешь, очень важно найди себе наставника среди вот успешных людей. Тот, кто вот прошел вот этот путь недавно от нуля до там приличных денег. Он тебе сможет рассказать обо всех подводных камнях, об ошибках предупредить, там работающими методами поделиться. Не бойся вот про деньги вопросы задавать. Там задавай, вот сколько зарабатывают люди вот в этой сфере, да, как они это делают, что нужно, чтобы больше зарабатывать. Многие, вот знаешь, стесняются говорить про деньги, а ты не стесняйся, потому что это нормальная тема для обсуждения. И знаешь еще, веди учет всех своих денег, которые к тебе приходят или уходят. Записывай каждую копейку. Это, знаешь, это поможет тебе понять, куда деваются деньги и как можно вот оптимизировать расходы. А еще ты увидишь свой прогресс, как говорится, в цифрах, и это будет тебя мотивировать, чтобы двигаться дальше. Такое лето тебя ждет, если ты не упустишь, если ответственности не побоишься. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Одевайте штанишки и полетели. Сразу говорю, вот эту колоду вы можете взять макет на бусте и распечатать эту колоду себе в хорошем качестве. Итак, что сейчас с твоими финансами происходит? Ну, а у тебя разрыв в шаблоне. Ты на распутье стоишь между двумя вот, как сказать, денежными решениями и не знаешь, какое выбрать. Ну, вспомни, как ты там 2 недели думала, брать там кредит или там копить дальше. Понимаешь? И вот, знаешь, что самое крутое? Тебе предлагают вложиться, ты боишься. И дело, знаешь, в чем вот, как сказать, ты неопределенность. Вот как объяснить-то? Вот ты хочешь вложиться, но у тебя все нутро говорит нет. Ты привыкла к стабильности, вот к этой, как сказать, к рутине денежной. То есть ни больше не хочешь, ни меньше не получается. Но знаешь, что самое крутое этим летом? Рядом с тобой мужчина появится, который реально понимает в деньгах. Это или твой начальник, да, который вот заметил, как ты работаешь, и готов будет тебе доверить более серьезные дела, или это мужчина, который вот, как сказать, не романтические отношения, а вот как бы наставник, познакомишься. И этот человек, он знает, как делать деньги. И он в тебе видит потенциал. Он не просто там красивые слова будет говорить, а готов будет дать тебе реальную возможность заработать. И сейчас ты на таком этапе, когда вот твоя жизнь, вот эта денежная, она может пойти в совершенно разные стороны. Либо ты остаешься на том же уровне, что и сейчас, да, либо сделаешь рывок вперед. И вот этот выбор, он зависит от того, хватит ли у тебя смелости довериться вот этому мужчине и планам егошним, понимаешь? И самое важное, ты сейчас начинаешь понимать, что деньги делаются не просто тяжелым трудом, а решениями правильными. Что нужно не просто больше работать, да, а работать умнее.
И вот этот мужчина как раз и тебя научит вот этому всему. Он уже к тебе присматривается, он уже тебя оценивает. Ну, готова ли ты к серьезной игре или не готова. И ты сама чувствуешь уже, что внутри тебя есть вот эта сила, чтобы больше зарабатывать, но пока не знаешь, как ее применить. И вот этот выбор между безопасностью и риском, он сейчас определяет всю твою финансовую жизнь. Понимаешь? Сейчас время решений, и оно вот прямо сейчас идет. Какие финансовые возможности откроются для тебя? Ну, знаешь, этим летом ты в денежную машину можешь превратиться. Ну, не думай, что это будет легко. Нет. Тебе, знаешь, тебе предстоит стать очень практичной и очень быстрой, причем одновременно. У тебя появится возможность зарабатывать на том, что ты умеешь делать руками и головой. Вот тебе предложат или бизнес-план, или работу, или вот подработку, где нужно будет вот много и быстро делать. Это не сидячая офисная работа, нет, это что-то активное. Тебе придется постоянно быть в движении, решать кучу задач одновременно, с разными людьми постоянно общаться. И за это будут хорошо платить. И вот эта работа, она будет связана с деньгами напрямую. Ты прям будешь их считать, переводить, там, распределять, контролировать. И ты поймешь, как деньги работают изнутри. Как они приходят, как они уходят, где задерживаются, где теряются. И вот этот опыт, он будет дороже любого, вот, как сказать, курса по деньгам. Но самое крутое, ты откроешь для себя, что ты зарабатывать много можешь. Прям в несколько раз больше, чем сейчас. Не через годы, вот, а через месяцы. Просто нужно будет, как сказать, вкалывать на полную катушку. И не бояться ответственности. Потому что твои руки, там, твоя голова, твоя энергия, все это будет приносить тебе конкретные деньги. И к концу лета у тебя уже будет совсем другое отношение к деньгам. Ты перестанешь их бояться, ты начнешь управлять ими. Понимаешь? И поймешь, что деньги любят активных людей, да, которые на месте не сидят. И у тебя четкий план будет, как дальше увеличивать свои доходы. И вот это лето, да, оно станет стартовой площадкой для всей твоей вот этой дальнейшей финансовой жизни. Что может помешать? Ты можешь влюбиться. Что тут трактовать? Твоя главная проблема – любовь. То есть этим летом у тебя, как сказать, вот закружится голова от нового мужика. И ты забудешь про все свои денежные планы. Ты начнешь мечтать о романтике, о совместном будущем, о том, как жить долго и счастливо. И знаешь, что самое плохое? Ты начнешь строить вот эти воздушные замки вместо того, чтобы деньги зарабатывать, реальные деньги. Тебе будет казаться, что любовь важнее денег, что счастье не в богатстве, что там главное найти свою половинку. И ты можешь упустить из-за этого все вот эти возможности, которые летом будут, понимаешь? И вот этот новый мужчина, он очень романтичный будет. Он прям реально будет обещать тебе звезды с неба. Там твои глаза, как 5 бриллиантов и прочие вот эти вот слова. Но с деньгами у него будет так себе. И ты подумаешь, там, а зачем мне карьера, если я могу просто быть там, как сказать, счастливой с ним, в шалаше. И вот так вот твой финансовый прорыв просто превратится в финансовый провал. Еще ты начнешь мечтать о чем-то большом и далеком. То есть, объясню, тебе прям захочется сразу стать миллиардершей, свой бизнес открыть, купить домик у моря. И вот эти большие мечты, они могут помешать тебе сосредоточиться вот на реальных возможностях, которые будут прямо вот перед носом. Твоя романтичная вот натура, она будет тянуть тебя в сторону от денег, понимаешь? То есть тебе захочется творчества, красоты, любви, романтики. А практичная работа, которая приносит хорошие деньги, тебе покажется там скучной или неинтересной.
И ты можешь отказаться от этого ради призрачных мечтаний, вот этих о прекрасном будущем. Как максимально использовать возможности и вызовы преодолеть? Ну, знаешь, тебе нужно стать настоящей хозяйкой своих денег. Не ждать, что кто-то за тебя все решит, а самой начать планировать каждую копейку. Вот сядь и составь четкий план на лето. Хочешь заработать? Где? На что потратить? На что? Сколько отложить? Сколько? И вот так вот составь план. И вот когда новый мужик летом появится, голову не теряй. Влюбляйся, встречайся, радуйся жизни. Но нужно помнить, что твоя финансовая независимость, да, она важнее любых отношений. Мужчина может уйти, а деньги, которые ты заработала сама, они с тобой навсегда. А когда начнешь мечтать там о больших деньгах, то не забывай про маленькие. Каждая копеечка, каждый там рублик, долларик, который ты заработаешь этим летом, он приблизит тебя к твоей цели. Не презирай мелкую работу, если она, конечно, хорошо оплачивается. Все миллиардеры, миллионеры с малого начинали. И знаешь, еще очень важно, стань мамой для своих денег, прям мамой. Заботься о них, там береги их, помогай им расти. Учет веди доходов и расходов, изучай, куда лучше там деньги вкладывать, да, с людьми общайся, которые умеют зарабатывать. Не бойся вот быть такой вот практичный, расчетливый. Это ж не делает тебя плохой или жадной, нет, это делает тебя умной и независимой. Ты можешь быть и романтичной, и деловой в один момент. Главное, эмоциям своим не позволяй управлять твоими деньгами. Понимаешь? И вот так вот создавай богатство свое каждый день маленькими шагами. И к концу лета ты увидишь, как эти шажки маленькие, они превратились, как говорится, в большой путь к твоей там финансовой свободе. Понимаешь? Все ты понимаешь. Только всегда у тебя на первом заговорился. А то всегда у тебя на первом месте любовь, нежности. Но смотри сама, дальше тебе решать уже. Мое дело предупредить и рассказать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки затейницы. Как всегда, напомню, передо мной 4 вопроса, бумажка с вопросами. И первый для сигнификации, что сейчас с деньгами у тебя происходит. Ну, тут понятно, да, даже трактовать не нужно. Вкалываешь как проклятая, да, но результат расстраивает. Месяц назад взялась за что-то, думала там, вот оно, заработаю я денежки хорошие. И ты столько сил вложила, сколько вот времени потратила, а получила почти ничего. И сейчас вот сидишь такая, думаю, за что я так стараюсь, если толку никакого? У тебя, знаешь, ощущение появилось, что тебя обманывают. Обещали одну сумму, да, а дали другую. Говорили, что работы немного, а ты, как говорится, пашешь с утра до ночи. И ты начинаешь понимать, что люди просто пользуются твоей добротой и вот этой готовностью работать за копейки. И это тебя реально бесит. Еще у тебя какая-то потеря по картам в деньгах. Не катастрофа, но неприятно. Тебе или долг не вернули, или вот с оплатой обманули. В любом случае ты чувствуешь себя вот обманутой и разочарованной. И самое главное, ты начинаешь сомневаться в своих способностях. Думаешь такая, может, я действительно не умею зарабатывать. Ну, мы же видим, да, впереди карта дед, поэтому тебе хочется сразу все рассказать. Но давай по картам пойдем.
И тебе кажется, как будто там руки у тебя не из того места растут. Но это же не так. Просто ты попала не в те проекты, не тем занималась, ну, не с теми людьми связалась. И сейчас ты на том этапе, когда вот нужно сделать выводы из вот этого горького опыта. Понять, что твой труд, он стоит больших денег, чем тебе платят. Что нужно там предоплату требовать, да, договоры подписывать, не работать вот на этом, на честном слове. И вот эта боль обмана — это урок, который делает тебя умнее в плане денег. Какие финансовые возможности откроются? Ну, понятно, да? Этим летом к тебе человек придет, который может все. Этот мужик, у которого и руки золотые, и голова светлая, и он умеет, как сказать, все делать. Вот руки золотые у человека. Он, знаешь, как универсальный солдат вот в мире денег. И он предложит тебе сотрудничество. Но знаешь что? Сначала ты его пошлешь. Вот именно тогда подумай, что это там очередной обманщик, который хочет тебя использовать. После того, как тебя вот кинули, ты не будешь доверять никому. Он расскажет про проект свой, возможно, видео услышишь, да, потому что мы видим, какие дальше карты. Может, видео услышишь, он тебе скажет, вот у вас колода есть, это колода нейроведьма 1. И ты начнешь зарабатывать, да, ну, ты сначала откажешься. Нет, ты сейчас смотришь расклад и думаешь, спасибо, не надо, я уже, как говорится, наелась таких предложений. Но, знаешь, и это не обязательно, нет, это не я буду, это какой-то еще человек. Он, знаешь, он тебя понесет. Он в тебе потенциал увидит и отпускать не захочет тебя. Будет там звонить, писать, может, даже приедет к тебе домой, чтобы все объяснить. И только вот когда ты поймешь, что он действительно серьезно настроен, ты тогда согласишься его выслушать. И вот тогда начнется самое интересное. Он покажет тебе вот такие способы заработка, о которых ты даже не подозревала. Не обязательно колода, я вообще говорю. Расскажет, как деньги можно делать на том, что ты уже умеешь, но по-другому. Как можно там продавать свои навыки подороже, да, клиентов находить, которые готовы деньги нормальные платить. И вот этот человек, он, знаешь, он станет твоим учителем и партнером прямо одновременно. Он тебя эксплуатировать не будет, нет, он будет делиться знаниями и доходом. И к концу лета ты поймешь, что такое вот, как сказать, что такое настоящее сотрудничество, где выигрывают все стороны. Что может помешать твоему финансовому прорыву? Ты слишком много знаешь, но молчишь. Вот это кратко. У тебя есть информация о том, как заработать деньги, какие схемы работают, какие не работают, кто сколько платит, но ты это все в себе держишь и не используешь. Ты боишься, что если там свои секреты расскажешь, то потеряешь что-нибудь. А еще ты постоянно в обороне. После того, как тебя обманули, ты стала подозрительной ко всем подряд. Тебе предлагают работу хорошую, ты думаешь, что это развод. Показывают, как там заработать можно, ты подвох ищешь. Новую схему рассказывают, ты головой качаешь, говоришь, что это невозможно. Это твоя защитная позиция. И она мешает тебе увидеть реальные возможности. Ты можешь отвергнуть, как сказать, предложение, которое принесло бы тебе деньги хорошие. Только потому, что оно кажется тебе там слишком хорошим, чтобы правдой быть. Еще ты боишься, что люди узнают, как ты на самом деле зарабатываешь. У тебя есть какие-то источники дохода, и ты думаешь о них, о которых ты никому не рассказываешь. Думаешь, если все узнают, то там конкуренция будет, а то и вообще посмеются надо мной. Но на самом деле, знаешь, секретность, она мешает тебе развиваться. Когда ты опытом делишься с другими, то ты сама учишься новому. Когда рассказываешь о своих методах, другие люди могут дать тебе полезные советы. А когда в норке своей сидишь и никому ничего не говоришь, то ты останавливаешься в развитии, как ты ни крути. Как максимально использовать возможности и преодолеть вызовы? Ну, знаешь, к тебе придет мудрый дедушка. Я тут, здравствуйте. Не в прямом смысле придет, да, это будет человек, который уже прошел весь путь.
Он тебе расскажет, какие ошибки делают, да, как их избежать, там покажет, на чем сэкономить можно, там хоть время, хоть деньги, а на чем экономить нельзя. И этот человек, он, знаешь, он научит тебя думать на несколько шагов вперед. То есть не хватай первое, что попадется, да, планируй свои действия. Он объяснит, что в мире денег свои правила есть, а если их знать, то можно избежать многих проблем. А если не знать, будешь наступать на одни и те же грабли. И у тебя в голове произойдет прорыв. Ты поймешь, что делала не так вот все вот это время. Почему одни люди богатеют, а другие бедными остаются. Какие принципы можно соблюдать, да, чтобы деньги к тебе шли, а не там убегали от тебя, чего нельзя делать. И вот эта ясность в голове изменит все твое поведение. Ты просто перестанешь метаться от одного проекта к другому и начнешь выбирать только те предложения, которые действительно перспективны. То есть научишься говорить «нет» тем, кто тебя хочет использовать, и «да» тем, кто там готов с тобой честно работать. Понимаешь? И самое главное, ты поймешь, что деньги делаются они не случайно, а по четким правилам. И вот эти правила может освоить любой человек, включая даже тебя. Главное не бояться учиться, не стесняться вопросы задавать и не сдаваться после первых неудач. И тогда твой вот этот денежный прорыв, он начнется именно с этого понимания. Ну, а еще эти карты можно протрактовать, что ты распечатаешь колоды деда, начнешь их продавать летом, да, там, ну, для себя. И так и заработаешь много денег. Еще так можно трактовать. Но я не стал так уж говорить. Но, пожалуйста, если есть желание, то вперед. Ни с кем ничем делиться не надо, сама себе продавай, если хочешь. Тем более они редкие. Не то, что редкий в единственном экземпляре, а всем хочется, поэтому действуй. 3 колоды нейроведьмы и деда. Итак, на этом мы подходим к концу. Подписывайся на канал, если не подписана. И несмотря на каком языке ты меня слушаешь, колоды ты можешь взять. Все колоды, кстати, с английскими подписями, потому что мне так удобней. Мне вот удобнее говорить, что там 6 вандов, например, да? Все. Всем до понедельника. И помните, что дед, если в понедельник не появится, значит он молодец.